Это уже 8-й. Когда это сегодня закончится, нет? Почти 20 человек пострадали после удара российской армии по Харьковской области. Также в выпуске. 4 американских солдат погибли на границе с Беларусью. ЛДПР регистрирует торговый знак «Жириновский», а в Бразилии судят бывшего президента. Главные события к утру 27 марта в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. 4 американских солдат погибли в Литве. Это произошло в ходе учений вблизи границы с Беларусью, на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, неподалеку от города Поброде. Информацию подтвердил генсек НАТО Марк Рюте во время визита в Варшаву. Пока рано говорить, и подробности нам неизвестны. Это, правда, ужасные новости. Мы соболезнуем семьям и близким. Ранее литовские военные сообщали, что ведут поиски американских солдат и гусеничной машины. Они пропали во вторник. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что солдаты управляли тяжелым транспортным средством, которое могло утонуть в болоте. Вероятно, там же обнаружили и тела военных. Что стало причиной их гибели, не сообщается. Российские дроны атаковали Харьков. Как они, это уже 8-й. Когда это сегодня закончится, нет? По словам мэра Игоря Терехова, за час по городу не менее 12 раз ударили дронами «Шахед». Повреждены многоквартирные дома, инфраструктурный объект, автомобили, частные постройки. В Харькове и Харьковской области как минимум 18 человек получили ранения. Среди них 14-летняя девочка. Еще один человек пострадал в Конотопе Сумской области. Целью еще одной атаки стал Днепр. В городе произошло несколько пожаров. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, загорелись несколько объектов инфраструктуры и гражданские автомобили. Число пострадавших пока неизвестно. Обстрелы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Я процитирую. На таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию. Конец цитаты. В России, по заявлению Минобороны, за ночь уничтожили 1 украинский дрон над Брянской областью. О попаданиях не сообщалось. Телеграм-каналы писали о сигналах тревоги в Брянской, Курской и Орловской областях. Идея размещения в Украине иностранных сил выглядит все менее реалистичной. Об этом пишет Рейтер в преддверии очередной встречи так называемой коалиции желающих во Франции. По словам неназванных собеседников агентства, участники коалиции стремятся, цитата, «перенести свои действия в другое измерение, которое может быть более реалистичным», конец цитаты. А другой источник объясняет, когда Украина была в лучшей позиции, идея отправки войск нравилась. Но сейчас, с учетом ситуации на поле боя и нынешней американской администрации, это не очень привлекательно, конец цитаты. Во многом перемены в настроениях союзников действительно связаны с действиями администрации Дональда Трампа. Они неоднократно просили Вашингтон обеспечить прикрытие возможной миротворческой операции в Украине, в том числе разведданными, логистикой и авиацией. Однако Белый дом отказался обеспечить Европе механизм поддержки. Еще одно важное обстоятельство – категорические возражения России против отправки в Украину западных военных. При этом союзники не могут быть уверены в том, что стороны действительно заключат соглашение о прекращении огня и что оно будет соблюдаться. Все это привело к тому, что обсуждения сместились к иным способам поддержки, таким как помощь в вооружении и альтернативные членству в НАТО механизмы гарантии безопасности. Впрочем, пока что Евросоюзу не удалось даже согласовать выделение 5 миллиардов евро для поддержки Киева. На этом фоне Франция в одностороннем порядке приняла решение о выделении 2 миллиардов евро. Об этом Эммануэль Макрон заявил после переговоров с Владимиром Зеленским в Париже. Также в ходе совместной пресс-конференции французский президент заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня без дополнительных условий, а также обвинил Кремль в том, что он по-прежнему демонстрирует стремление к войне. Агрессия России не только бросает вызов мировому порядку и глобальной стабильности, но и оказывает самое непосредственное влияние на нашу безопасность в Европе. Вот уже несколько недель мы находимся на решающем этапе наших попыток прекратить агрессивную войну России.
Владимир Путин устроил очередные рокировки. Он отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, который занимал этот пост последние 13 лет. Его место он предложил оренбургскому губернатору Денису Паслеру. Ну а его место в Оренбургской области предложил премьеру самопровозглашенной ДНР Евгению Солнцеву. Чем теперь займется Куйвышев, пока не сообщается. Однако еще 19 марта РБК со ссылкой сразу на 3 источника, близких к администрации президента, писали о его скорой отставке. Причем, как отмечало издание, эта отставка непринудительная. Куйвышев уже вел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую должность. 25 марта по телеграм-каналам стала распространяться другая информация. Писали, что кандидатом в губернаторы Свердловской области может стать Сергей Шойгу. Доводом в пользу этого назначения было участие бывшего министра обороны в совещании по поводу паводковой ситуации в Екатеринбурге. Днем ранее на сайте полпредства президента на Урале появилась новость, что временным исполняющим обязанности губернатора будет Денис Паслер. Однако спустя несколько часов новость удалили. Журналист Дмитрий Колезев, уроженец Екатеринбурга, у себя в телеграм-канале назвал назначение Паслера, цитата, «не худшим вариантом». По его словам, для жителей региона будет важно, что губернатор не варяг, а свой, выходец с севера области. Куйвышев же для многих даже спустя 13 лет так и остался тюменцем. Ну а кроме того, как управленец Паслер сформировался еще в достаточно либеральные времена и даже с началом войны активно ее не поддерживал, цитата. Все-таки тональность губернатора влияет на настроение в регионе. Если какой-нибудь держиморда приходит, то хорошего мало. Водитель автобуса насмерть сбил 5-летнего ребенка в подмосковной Балашихе. Трагедия произошла накануне вечером. По предварительной информации МВД Московской области, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, автобус протащил ребенка около 5 метров. Российская газета приводит слова свидетельницы случившегося. Маршрутка летела и даже не пыталась остановиться, переехала ребенка и протащила. Мать кричала, чтобы водитель остановился. Конец цитаты. К сожалению, довести мальчика до больницы не успели, он умер в машине скорой помощи. Против водителя завели дело по статье о нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Партия ЛДПР регистрирует в Роспатенте товарный знак «Жириновский». Об этом сообщает агентство ТАСС. На эмблеме товарного знака портрет с надписью «Жириновский навсегда». Кроме того, ЛДПРовцы подали заявку на регистрацию факсимиле Владимира Вольфовича. Партия просит Роспатент предоставить ей права на бренды для всех видов товаров и услуг в России. В том числе сюда входит производство алкоголя, сигарет, одежды и обуви, открытие магазинов офлайн и онлайн, а также реклама. Журнал «Атлантик» опубликовал полную переписку из чата команды Трампа, где обсуждались планы ударов по йеменским хуситам. Это произошло вслед за заявлениями американских властей о том, что утекшая информация не была секретной, а также после интервью советника по нацбезопасности Майкла Уолтса каналу Fox News. В нем тот обвинил главреда «Атлантика» Джеффа Голдберга в том, что тот не случайно оказался в секретном чате. Я не сторонник теории заговора, только вот почему-то из всех людей именно этот парень, который врал про президента, врал семьям награжденных золотой звездой, врал их адвокатам, занимался мистификациями про Россию, делал все, чтобы оболгать и очернить президента Соединенных Штатов. И вот этот самый парень почему-то попадает в чей-то список контактов и влезает в эту группу. Из полной версии переписки видно, что в том числе в чате обсуждалось точное время ударов. Журнал пишет, что если бы эта информация попала в руки лиц враждебных США, то у хуситов появилось бы время подготовиться к атаке, а она должна была быть внезапной. Агентство Рейтер отмечает, что такое отношение Трампа и его команды, цитата, вызывает недоумение у демократов и бывших американских чиновников, которые считают детали выбора времени и цели одними из самых секретных материалов перед началом военной кампании США. Конец цитаты. Впрочем, похоже, спустя сутки после утечки в Белом доме все-таки нашли, на кого свесить вину за произошедшее. На Джозефа Байдена, естественно. Вот так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ответила на вопрос, могла ли утечка о плане, который находится в процессе реализации, типах самолетов, времени вылета и целях, повредить его исполнению. Мы не потерпим лекций о нацбезопасности и о военных от демократов и мейнстримных СМИ, которые подставили другую щеку администрации Байдена, чья некомпетентность привела к гибели 13 солдат в Афганистане. Ни одного человека за это не привлекли к ответственности. Джо Байден сказал, что операция была отличной. Это неприемлемо для этого президента и этого министра обороны.
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару будут судить по обвинению в попытке госпереворота в январе 2023 года. Спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы, которому Болсонару проиграл выборы, его сторонники устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание парламента, Верховного суда и в президентский дворец. Были задержаны около 1500 человек. По версии прокуратуры, именно Болсонару выступал координатором протестов. Сам он эти обвинения отрицает. Накануне коллегия из 5 судей признала, что обвинения, выдвинутые прокуратурой против бывшего президента, достаточно для начала уголовного процесса. Решение было принято единогласно. По данным Рейтер, разбирательство начнется в конце года. Вместе с Болсонару будут судить более 30 человек, которых считают его сообщниками. Если его признают виновным, Болсонару грозит до 28 лет тюрьмы. В Турции пошла вторая неделя протестов против правительства Эрдогана. Напомню, поводом для волны демонстраций по всей стране стал арест мэра Стамбула и главного конкурента Эрдогана Экрема Имамоглу. Как сообщает востоковед Руслан Сулейманов, накануне протесты переместились из района Сарач-Хане, где расположена мэрия, в район Кадыкёй. Это в азиатской части города. По информации Сулейманова, к вечеру весь Кадыкёй был усыпан отрядами полиции, в том числе с огнестрельным оружием. Народные лозунги «Народ, право, справедливость» и цитаты из Бертольда Брехта. «Нет спасения в одиночку. Либо все вместе, либо никто из нас». Ну а Совет муниципалитета Стамбула выбрал заместителем Имамоглу в должности мэра еще одного оппозиционера, депутата Народно-республиканской партии Нури Аслана. Чтобы определиться, понадобилось провести 3 тура тайного голосования. В итоге Аслан набрал 177 голосов, а его соперник от партии Эрдогана Зейнель Абидин Акул 125 голосов. Задержали Кадырова. Да не того. В Москве задержан певец, участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров. Связанные с силовиками телеграм-каналы пишут, что он проходит по делу о мошенничестве с пушкинскими картами и хищении $1 миллион рублей по этой программе. Эмиль Кадыров – участник 4-го сезона шоу «Голос», который проходил в 2015 году. Он выбыл из проекта, дойдя до четвертьфинала. В 2020 году жительница Москвы обвинила певца в изнасиловании. Наказана была она же. Ее поместили в психиатрическую больницу. Сейчас его подозревают в организации несуществующих концертов с своим же участием и продаже билетов на них. По программе «Пушкинская карта» россияне до 22 лет могут получить карточку с 5000 рублей, которые можно потратить на билеты на культурные мероприятия. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео. И главное, не забывайте ставить везде лайки, так вы помогаете нам распространять наш контент. Берегите себя и скоро увидимся.